Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. В сегодняшнем видео будем вязать вот такие вот простые митинги спицами, как раз в комплект к шапочке, с таким же узором, как и на шапке. Все вяжется очень просто, поэтому справится даже начинающая вязальщица. Свои митинги я буду вязать вот из такой пряжи от компании Naco Mohair Delicat. Показываю другой моток, так как от фиолетовой пряжи я случайно выбросила этикетку, поэтому даже номер цвета не подскажу. В этой пряже 5% мохера, 10% шерсти и 85% премиум акрила. Этот моток 100 грамм и здесь 500 метров. Ниточка очень мягкая, не колется. Буду вязать в 3 нити. Набираю обычным способом на спице номер 4,5 40 петель. Я буду вязать носочными спицами, поэтому на каждую спицу набираю по 10 петель. Теперь хорошенько выравниваем петельки, чтобы все набранные петли были в один ряд, чтобы перекручено нигде не было. Соединяем вязание в круг и начинаем провязывать резинку 1 на 1. Провязали первый ряд резинки 1 на 1. И вот это наша самая первая петелька, самое наше начало вязания, лицевая петля. Вот в эту петельку мы вставим маркер, чтобы знать, где у нас начало ряда, и определить именно эту лицевую петлю начала ряда. Этот маркер останется у нас, пока он нам нужен. А дальше мы провязываем 10 рядов резинки 1 на 1. Я провязала 10 рядов резинки 1 на 1 в круговую. Теперь я провяжу узор. Как вязать этот узор, можно подробнее посмотреть в видео с шапкой такого же цвета. Оставлю ссылочку на этом видео. Пройдите, посмотрите. Но если нет желания делать узор, можете продолжать дальше вязать резинкой 1 на 1. Я провязала узор. Если вы тоже его вязали, то знаете, что петельки начала ряда у нас немного сместились. Вот, сейчас на этом этапе нам нужно вернуть все петли на место. Довязываем ряд до первой петельки. Она у нас отмечена маркером. Вот она. Первая лицевая петля, которая пошла в узор, вот она. Вот это начало ряда. Вот отсюда мы начинаем отсчитывать наши петли. У нас по 10 петель на каждой спице. И сейчас в этом ряду мы вернем все петли на место, на каждую спицу по 10 петель, которые у нас были изначально. И сейчас вот начиная с этого ряда мы также продолжаем вязать резинку 1 на 1 и провязываем ее еще 5 рядов. Я провязала после узора 5 рядов резинки 1 на 1. Сейчас мы будем формировать место для пальчика. Пальчик будем делать самым простым примитивным способом, который только может быть. Обычно пальчик я делаю на месте стыка 2 спиц. Вот, к примеру, сейчас вот я ряд довязываю. И вот здесь вот, к примеру, делаю пальчик. Я буду его делать на стыке 2 спиц ровно посередине. Вот у нас начало ряда. То есть я вот эту спицу провязываю. И провязываю следующую спицу практически до конца. Для пальчика буду закрывать 5 петель. Вот, провязала 8 петель, оставила 2. Начну закрывать отсюда. Просто беру и по 2 вместе закрываю. 2 вместе провязываю, перехожу на другую спицу. Надеваю эту петельку на левую спицу и провязываю еще раз 2 вместе. И таким образом я закрываю 5 петель. Продолжаю.
Считаем здесь 1, 2, 3, 4. 5. И дальше продолжаю вязать этот ряд до конца. Провязываю весь ряд вот до этого места, до пальчика. Вернемся сюда. Провязала до места, где мы закрыли пальчик. Теперь нам в этом ряду нужно вернуть те петли, которые мы закрыли. Будем набирать петли на спицу таким образом. На пальчик накидываем нить и вот так ее накидываем на спицу. 1, 2, 3. Набираем количество петель, которые мы закрыли. 5 петель набрали. И дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1 по рисунку, как она у нас идет. Провязываем по кругу. И вот мы пришли к месту, где мы набрали петли на спицу. Эти петли мы также провязываем лицевыми и изнаночными. Начинается у нас петли на спице с лицевой, затем изнаночная. По рисунку провязываем их. И дальше провязываем по кругу, по узору резинкой 1 на 1. Дальше уже будет проще провязывать это место. Вот мы вывязали отверстие для пальчика. Теперь дальше мы будем продолжать вязать длину, которая нам нужна, которая комфортна. Примеряем на ручку. Пальчик одеваем сюда и примеряем на ручку, какая длина митинги нам нужна. Вяжем до того самого места. Пальчик мы вывязывали именно с этой стороны. Вторую митинку мы можем точно так же вывязать пальчик на том же самом месте, так как у нас нет узора по тыльной стороне ладони, поэтому нам не важно, где вывязывать пальчик, можно в любом месте вывязывать его. Продолжаем вязать резинку 1 на 1 всю длину митинги. Вот я довязала длину, которая мне нужна, примеряю. Для меня уже достаточно. Сейчас буду закрывать петли. В последнем ряду перед закрытием я всегда убавляю несколько петель, потому как на пальчиках у нас место уже уже становится, чем вот здесь вот. Поэтому, чтобы не отворачивалась митинга и не болталась, я убавляю несколько петель. Если вас устраивает вот эта ширина и не заворачивается край, то тогда можете убавление не делать и сразу приступать к закрытию петель. Убавление я делаю следующим образом. Вот у нас резинка 1 на 1. Первые 2 петли я провязываю вместе лицевой. Узор сохраняю. Затем провязываю лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. И снова делаю 2 вместе. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. 2 вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть я провязываю 4 петли. После убавления делаю следующее убавление. Теперь снова провязываю 2 вместе. Затем 4 петли резинки. И снова 2 вместе. И затем снова 4 петли резинки. Вот с такой частотой обычно я делаю убавление. И последняя спица с убавлениями.
Все, ряд с убавлениями мы провязали. Теперь будем закрывать петли. Петли закрывать будем обычным способом. Так, разверну петельки, первые 2 для удобства. Провяжу 2 вместе. Далее закрываю петельки, одну провязываю и накидываю на нее петлю. Здесь мы петли не вытягиваем, не оставляем их слабыми, потому что нам нужно в этом ряду закрытия все равно немного петли стянуть. Поэтому закрываем туго. Вот что получается. Продолжаем до конца ряда. Провязала последнюю петельку, спицы вытаскиваю, примерно сантиметров 15-20 оставляю кончик, обрезаю нить. Кончик вдеваю в петельку, затягиваю. Вот здесь у нас вот такое расстояние между первой и последней петелькой, нам нужно его закрыть. Сейчас мы эту нить вдеваем в иглу. И вставляем иглу именно в первую петельку, которая у нас была с изнанки на лицо. Вот мы ее вставили сюда. А теперь эту ниточку уводим в последнюю петельку, уже с лица на изнанку. Вот мы закрыли это место, которое у нас некрасиво выделялось. И теперь все ровно. Затем на изнаночной стороне я вот эту ниточку закреплю. Набираю 2 воздушные петельки. И все закрепляю вот таким вот образом. Уже ничего не распустится. Теперь снова вдеваю нить в иглу и уже эту ниточку прячу. По изнаночной стороне эту нить я продеваю в край лицевой петельки. Таким вот образом. Затем поворачиваю и иду в обратном направлении по другой дорожке. Вот, ниточка у нас спряталась в лицевую петельку, ее не видно. Хорошенько растяните, чтобы не было ничего стянуто. И все, эту ниточку можно уже здесь обрезать. Она уже не вылезет. Этот маркер, которым мы определяли начало ряда, можно снять, он уже нам не понадобится. Все, наша митинг готова. Край у нас вот немного стянут, он не заворачивается, все удобно. Вторую митинку вяжем точно так же. Наши митинги готовы. Получились теплые, удобные, красивые. Вяжутся совсем несложно. Теперь мы проводим ВТО. Как вариант, вот здесь вот по низу с изнаночной стороны можно пропустить нить спандекса. Также это можно сделать и вот здесь вот на резиночке по запястью. А можно и так оставить, если вам так комфортно. Надеюсь, что мастер-класс был вам полезен и вы свяжете себе без труда такие митинги. Делитесь фото своих работ, присылая в директ моего инстаграма, ссылочка всегда в описании. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Всем приятного вязания!